Тум-тум, всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, скетчинг, ландшафтный скетчинг, все такие истории. Я сегодня сделаю, такой небольшой, похожий на стрим штуку. Буду показывать, как работает практически вот эта вот вся тема со скетчингом, там у меня большей частью обучающий канал по всей этой истории. Но я немного проговариваю его внутренние мотивы. То, как у меня, например, там в моей архитектурной ландшафтной практике работает тема скетчинга. И вот я пройдусь по этой теме на каких-то практических примерах. И поговорю про иконостас. Это вот эта вот история, и она вот прямо на ваших глазах немножко богатеет в формах, в объемах. Я думаю, например, прима, что для меня важно. Я думаю, мне нужно делать быстро, симпатично, красиво. Как я могу это делать? Нужно проговорить, может быть, немножко мой бэкграунд. Я очень много работаю в Италии, там все, кто меня знают, про это тоже знают. И моя эстетика рисунка, она выходит из вот этой вот итальянской истории. Из итальянской школы и из практики в Италии, потому что это все проходило такую и хорошую школу, и обдиралось об необходимости практически. И вот. И теперь, когда они приходят на российскую почву, что получается? Получается весело, да. Например, я сейчас, все знают, что делаю вот эти проекты, храмы, комплексы, домики, деревянные зодчества, вся эта история, она пришла ко мне внезапно и непонятно откуда. Но я вот сейчас изо всех сил пытаюсь с ней разобраться. И там большие штуки проговаривать, может быть, нет, уже не рано, уже готов. Да, окей, уже буду, но это следующие видосы. А вот такие вот маленькие эффектные штучки. Вот, посмотрите на эту историю. Для того, чтобы проработать ее в 3D, это как нужно заморочиться, это что нужно сделать. Вот я занимаюсь 3D, прям профессионально много-много-много лет. Прям очень много лет. И делаю там очень быстро всю эту историю. Концептуальная архитектура, ландшафт, представление ее там в виде видео, в виде VR, очки VR, клиент одевает, ходит, смотрит на всю эту историю. Это все уже давно-давно в практике, прям давно. Но я все равно возвращаюсь к истории со скетчингом, потому что вот такую вот историю можно только нарисовать. Вот так на листе, серьезно. Простраивать ее, или нужно брать чужие модели, а это не камильфо, это совершенно не камильфо. Архитектор, ландшафтный архитектор должен делать свои формы, свою историю, выращивать, пейзаж из клиента, из мира, который окружает его. Иначе это странно. В общем, у меня такой итальянский подход и итальянская школа к этому. Вот, поэтому мне очень легко сделать вот такую вот историю, начать развивать, взять основные размеры, которые мне необходимы, и начать развивать вот эту вот историю. Тут будет икона, так идет иконостас, у меня такое представление о стиле, я делаю ресерч, собираю информацию. Ресерч делается очень большой, собирается информации очень много, и она вся прокручивается через голову. Но если не фиксировать ее, линером, пером, чем угодно, ручкой, карандашом, то это все проходит, уходит. Типа оно должно накапливаться в бэкграунде, но если я ее накапливаю вот здесь, в моем скетчбуке, то оно остается со мной, я всегда могу вернуться. И остается намного надежнее в моей голове. Поэтому я беру и делаю вот такие вот скетчевые зарисовки. Тут техника размытия туши. Вот сейчас я по ней работаю линером, и это все прекрасно работает между собой. Остается вся вот эта вот идея такой чистой, эффектной графики, симпатичной, красивой. Я получаю очень легко и быстро мой необходимый результат. Скоро я буду делать об этом курс, такой отдельный интернет-курс. И там смотрите в описании к видео, когда он выйдет, то я все описания заменю, и можно будет, соответственно, найти это приложение и им воспользоваться, если хотите идти там в историю такой же графики. Я буду проговаривать, там будет целая серия видео про мой скетчбук. Вот он уже дошел до финала, и там 100-500 проектов, их очень много, много рисунков. И буду систематизировать мой опыт. Раньше у меня были только очные курсы, теперь я буду делать эту историю и онлайн. Да, чтобы больше людей могли, взять вот эту вот силу,
и использовать ее в своей работе на благо моей родины. Ну, мне повезло работать в Италии, поэтому я прям этому радостно радуюсь. Но думаю, что хорошо, если те, кто работает в России больше, они тоже возьмут плюсы моей техники и будут использовать на то, чтобы моя родина становилась красивее, сильнее, веселее. Мне это, очень важно. Поэтому вот я сейчас изо всех сил работаю над вот этим вот, над курсом, чтобы дать, вот эту технику вам как можно большему количеству людей. Все это я делаю в перерывах между проектированием и стройкой, поэтому, к сожалению, не очень быстро идет этот процесс. Ох, и ситуации в жизни, они просто прям выбивают из-под меня землю. Особенно перед днем рождения моим. Господи, что произошло? Ладно. Окей. Так. Вот. И я таким образом очень легко наращиваю вот эту вот, формы, экспрессию, и довольно легко перехожу от одного там представления идеи к другому. Это моделить я сделал бы миллионы, закопался бы. Но нет, я могу нарисовать быстрый скетч и там перейти к совершенно другому варианту. И вот такое богатство резьбы я просто с ума бы сошел моделить, потому что, это непонятно, зачем нужно. Вот таким образом можно легко показать идею того, куда идти. Легко ее обсудить там, с прорабом, с клиентом, со всеми. И ее нарисовать очень, просто и быстро, если знаешь алгоритм. Если знаешь, как это делать. Если там скетчинг, он привязан к практике. Вот у меня привязан к практике, поэтому я его преподаю тоже. И постоянно оттачиваю его практику. В последнее время практики стало сильно больше, поэтому частота видосов, к сожалению, на канале выходящих стала немножко меньше. Но я тоже работаю над этим. И вот эта вот техника, это техника размытия чернил. Я ее тоже очень часто использую, но, как видите, она прекрасно работает, там дополняется, например, линером. Как, такие старинные материалы, так и современные материалы работают огонь. Если в бэкграунде, как у меня, например, работа пером, так как это итальянская история, я очень много обращал внимание на то, как они это все делали. И сначала пытался интерпретировать это все, такими современными инструментами. Но я и сейчас работаю, вы видите, современными инструментами, но так как у меня в бэкграунде перо, у меня есть эстетика. Есть эстетика такая итальянская. Вот. И я ее, так, стараюсь продвигать. Вот, мне хочется, чтобы было много хороших и симпатичных работ. И их представление тоже. Если симпатичная идея в проекте, то она должна быть и оформлена, и подана хорошо. И вот эта вот ручная графика, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг, который вот я делаю и двигаю, мне кажется, очень хорошо для этого всего работает. То есть я могу болтать, рассказывать про эту штуку, но и одновременно рисовать. И, в принципе, у меня такая практика и происходит. И за счет этого очень хорошо наращивается километраж. Прям. А километраж в скетчинге — это прям такая важная вещь. Важная, хорошая, нужная. Можете говорить по телефону и в это время рисовать проект. Можете лететь в самолете и в это время рисовать проект. Как я и делаю. У меня на самом деле так происходит. Я уже жду, скорее бы открыли границы. Скорее бы уже можно было. Вот это там фрагменты из деревянного зодчества. Это вот большая гранда Лапорта, которая сейчас... вот эти части, они были уже покрыты резьбой. Резьба. Да. И ждут момента, когда их можно будет уже поставить на храм. И это такая вот первичная история, первичная идея, какие пропорции будут. Пропорции эти на самом деле вытащены из культурного контекста, из кижей. То есть остались обмерные чертежи, вот эти вот. И я сейчас очень много анализирую и приношу структуру, логику, эстетику того, что делали в кижах,
в то, что мы сейчас делаем в коммунаре. Ну, я проектирую, люди строят, и такой процесс идет. И я надеюсь, он наберет такие, ну, хорошие, возьмет хорошие формы и станет большим, таким интенсивным. Ну, вот такие человечки для самоштабности тоже классно и удобно. И вот немножко покажу, это тоже там еще один в архитектуре классики. Строится сейчас храм мобильный Авраамия Болгарского. Сейчас он в драматической истории покраски. Я сегодня ездил, подбирал колер, который может исправить как-то ту ситуацию, которая у нас с краской сложилась. Такую очень драматичную. И замечательная девушка Кира Лира, она посоветовала мне решение, которое, я надеюсь, всех спасет. Кто следит за моими Instagram stories, тот наверняка видел, что там происходит. Ну а если не видели, то подписывайтесь. Ну, то есть у меня там бытийность, она постоянно двигается, да, в настоящий момент. А такие более-менее отчетные штуки, они вот сюда приходят в YouTube. Ну, конечно, с колоссальным опозданием от реального времени. Ну и то, что на самом деле успеваю. Ну, успеваю, может быть, не очень много. Вот такой дивный фонарик в духе такого викторианской эпохи. Ну вот, где его взять, чтобы вставить в проект? Где? Как? Нигде вы его не возьмете. Вы можете его придумать. Вы можете, если у вас есть эта эстетика, вы можете нарисовать вот эти формы, развить, сделать недосказанность, сделать, ну, такие эффектные элементы, привязать к существующей уже ситуации, внести туда там какие-то штуки, думая о том, что как вы, где можете взять вот эти элементы, как вы можете оптимизировать эту всю историю. Только скетчинг, ну, помогает в такой ситуации. Моделировать на компьютере это просто, вы просто сойдете с ума, как я в свое время чуть не сошел с ума. Но взял для концептуальной проработки идею скетчинга, и теперь хожу, радуюсь, счастливый. Это же, ну, очень итальянская история. Много работать и много радоваться. Любить жизнь. Это все супер классно. Вот. Такие штуки. Вот я сегодня хотел проговорить. Вот, я думаю, таких видосов будет много, потому что я хочу, ну, показать, как тема скетчинга, она напрямую работает с практикой архитектора, ландшафтного архитектора, и как она радостно приходит, ну, в тело проектов. В общем, когда я добью курс, то он будет по ссылке внизу, там, в описании или в комментариях. И, наверное, и там, и там. А пока я еще не сделал курс, просто там смотрите, там плейлисты, как рисовать разные штуки, где я все подробно разбираю, подробно показываю, и их очень полезно, ну, брать, повторять. Все будет получаться. Ну и так пролистну. Тын-тын-тын-тын-тын. Очень-очень-очень большая история. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня зовут Кичигин Эдуард. И моя тема, ну, ландшафтная архитектура, архитектура. И всем там... У нас тут ночь наступает. Я нынче в России. Не знаю, когда откроют границы, но, в общем, это очень жду. Всем чао-чао, пока.